общий расклад Таро, что было, что есть, что будет, что приходит, что уходит и чем сердце успокоится. Также это онлайн-гадание можно назвать, о чем вам важно знать сегодня, прямо сейчас, или что вам хотят передать высшие силы. Приветствую всех, друзья. Таролог Алехандро снова на связи с вами, и сегодня мы погадаем с вами на судьбу. Можно смотреть как прогноз на ближайшее будущее, можно смотреть как саблиминал, ну а можно смотреть как советы, подсказки и инсайты, друзья. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, в отношениях, на работе, может быть, с родными, близкими, может быть, где-то по здоровью. Сегодня у нас будут руны, оракулы и карты Таро как инструменты для связи с бессознательным, с миром магии, мистики, эзотерики и пространства рун и Таро. Итак, что было, что есть, что будет, что приходит, что уходит и чем сердце успокоится. Ну, давайте начнем. Посмотрим, что было. Начнем с прошлого и пойдем потом каждую карту раскрывать, да, поэтапно. Прошлое, настоящее, будущее. Ну, равновесие было. Ну, равновесие как бы, или это знак весов, это был союз. Может быть, была пара у вас. Может, вам было все равно на какой-то вопрос, да. И, может быть, у вас было и все нормально. Тут уже, ну это в прошлом. Мы сейчас смотрим прошлое, поэтому нужно отталкиваться либо от пары, либо от безразличия какого-то вопроса, ну, либо все-таки, как вариант, может быть, у вас все было хорошо. Но сейчас посмотрим, насколько у вас это все было хорошо, да. Давайте посмотрим, где, в чем у вас было равновесие. Равновесие иногда еще, оно может говорить о неком застое таком, да, вот, какое-то стояние, да, то есть остановка какая-то, может быть, была пауза. Равновесие. И вот оно в чем. Но оно у вас было в чем-то таком, знаете, во-первых, женском вопросе. Может быть, было равновесие внутри женщины, да, если вы женщина. Если вы мужчина, то, может быть, женщине было все равно. Но у меня такое ощущение, что у вас был какой-то застой в каком-то, не то что даже земном вопросе. Все-таки травяная ведьма – это та ведьма, которая знает что-то о естественных процессах. Поэтому я пока скажу так. В прошлом у вас был баланс в каком-то естественном вопросе. Или застой, или была нормальная пара какая-то, да, ну, союз. Ну, или у вас было все хорошо, опять-таки. Это пока что, я так скажу, что больше у вас все было хорошо. В чем может быть нехорошо, если было, да, в прошлом что-то? А что стоит обратить внимание? На естественное здоровье, на вот такое вот. Загадывайте желание. Пока мы эту травяную ведьму отложим назад, но еще здесь может быть такое, из-за какой-то женщины у вас могла быть либо улучшиться отношения, либо ухудшиться. Все-таки равновесие, оно не сильно плохая карта на самом деле. Но, может быть, из-за какой-то женщины вам стало все равно на отношения. Понимаете? Ну, давайте дальше смотреть, что было. Здесь выпадает такая какая-то игра, шалости, какие-то развлечения. У меня такое ощущение, в прошлом вам было все равно на проделки какой-то женщины, и на ее поступки, на ее поведение, на ее отношение к вам. Может быть, у вас был баланс между... В отношениях особенно, да. В прошлом у вас был баланс между серьезным и несерьезным. Вот такое. Но пока у меня... Пока что идет, что вам было все равно на какие-то поступки какой-то женщины. Ну и последняя карта, которая все-таки раскрывает нам все, что было, да.
связи с какой-то женщиной, в связи с какой-то женщиной. Но почему говорю в связи именно? Потому что вот эта карта, она говорит о кармических узлах и о связях. Поэтому все-таки это равновесие, оно о паре, как о весах, как о кармическом узле. В прошлом, как минимум, у вас или был, или он продолжается кармический узел с женщиной, но вы к этому серьезно не относитесь. Ваше отношение к этому кармическому узлу несерьезное, а оно на самом деле серьезное. Значит, резюме по первому вопросу. Что у вас было? Ваше отношение к кармическому узлу из прошлого должно быть намного серьезнее, поскольку это отношение или эти отношения до сих пор могут быть, но это не точно, сохранились они или нет. Мы посмотрим, оно откроется, не откроется. Вот эта 10 жезлов в будущем. Да. Поэтому, если вообще все упростить, то, скорее всего, у вас в прошлом был кармический узел, который вы либо не замечали, либо относились к нему, как с закрытыми глазами, и он есть сейчас или нет, посмотрим, что приходит, что уходит, чем сердце успокоится. Что сейчас? Вот сейчас, смотрите, рассеяние. Но то ли вы этого не замечаете, как рассеянный человек, то ли это что-то происходит и рассеивает, да, вот распространяет или аннигилирует, да. То есть сейчас происходит процесс рассеивания. А как он, по-вашему, проходит? Или в каком направлении? Или с чем он связан? Тяжело пока сказать. Давайте посмотрим, с чем может быть связано рассеивание. Может быть, вы открываете свою теневую сторону, и вы рассеиваете свет над тьмой или тьму в свете. Да, вы что-то проясняете. У меня такое ощущение. Вот что вы сейчас делаете? У вас такой период в жизни, когда вы докапываетесь до истины, проясняете что-то, открываете для себя, например, свою теневую сторону. Или свои родовые программы, особенно по материнской линии все-таки здесь. Вот. Особенно, если вы до этого никогда всерьез не воспринимали и не задавались вопросом, а почему это у вас все так непросто вам дается, да? Почему это вам так все нелегко по жизни, например, добиваться чего-то, достигать, самореализовываться в отношениях, в здоровье, в деньгах, в счастье, в отношениях с детьми, с родителями и так далее. То есть, вот. Но сейчас это рассеивается. И, возможно, стирается некая грань между светом и тенью в вашей жизни или в отношениях, в ваших отношениях по отношению к какому-то вопросу. Да? Давайте смотреть. Я вам так скажу, сейчас идет рассеивание тьмы, и сейчас идет именно прояснение. Что сейчас? Какую вы руну проходите? Вот поставьте на паузу и напишите в комментарии, как вы считаете, какую руну вы проходите. Поставьте на паузу, напишите. Вы сняли с паузы, написали, а я вам скажу, какая правильная руна. Вы проходите руну Кано. Но вы открываете тайну сейчас, и связанную с тем, что я уже говорил, тайну своей тени, это тайну подсознания себя. Может быть, открываете любую тайну в отношениях, партнерства. И открываете правду или проливаете свет на что-то неясное, что-то темное. И даже вот сам процесс гадания это работа с подсознанием, да, со слоями мира, да, с реальностями, да, или со струнами Вселенной, да, то есть есть теория струн и так далее. Да. То есть, вот они, струны. То есть прямо сейчас вы открываете тайну или проливаете свет на какой-то важный в вашей жизни, скорее всего, связанные с вашей кармой, с какими-то трудностями, с какими-то испытаниями. Интересно. Окей, давайте смотреть, с чем оно связано. А связано оно с прошлым, связано с тем, что вы не можете отпустить. Оно связано с болью, оно связано с душой, с душевными и сердечными переживаниями, с отношениями и с любовью, возможно. И, может быть, с каким-то близким человеком, который, может быть, или ушел от вас вообще в другой мир. Может быть, он
ушел просто от вас в другую какую-то реальность, да? Уехал, переехал, не можете вы его простить, отпустить и так далее. То есть он, может, ушел как в другой мир, да, как жив, так и не жив. Ну окей, что было, что есть, что будет в вашей жизни? Замок. Либо вы этот замок будете открывать, либо вы будете что-то, наоборот, закрывать. Ну, например, вы будете открывать тайну, да, и решать вот эту вот проблему, да, и, может быть, вот здесь проблему. Больше всего здесь проблема. Но можно ли сказать, что это не проблемная карта? Нет, нельзя. Здесь две проблемных карты. И если мы сложим эти две проблемных карты, мы получим дьявола. То есть вы от этой проблемы пытаетесь уйти, а она вас догоняет. Вот и кармический узел, и вот он дьявол. Понимаете, вот здесь вот дьявол 15. Хорошо. Какой замок вы будете открывать? Это не замок, в котором живут, а замок, который закрывает или отпирает двери. Вот давайте посмотрим. Вам надо будет закрыть или открыть, или вообще посмотрим, что это за замок такой. Вам нужно будет открыть, именно открыть ясновидение, либо закрыть вопрос с глаза. Но тут уже нужно понимать, действительно ли ведьма, тень и наблюдатель – это что-то плохое, либо ведьма, тень и наблюдатель – это что-то хорошее. Мы не делаем сегодня с вами диагностику на наличие негативного влияния, его делали недавно. Если надо, поищите на моем канале Алехандро Таро «Диагностика негатива», вбейте в поисковике и посмотрите, есть ли негатив, или сделайте личную диагностику. Но, тем не менее, вы будете либо открывать замок, который связан с ясновидением, яснознанием и с прояснением, в том числе и о магии, о кармических узлах, о судьбе, о внутреннем мире. Либо закрывать что-то плохое. Почему? Потому что вы узнаете об этом плохом. Да, рано или поздно, да, оно в будущем у вас, в ближайшем. Давайте посмотрим, на что стоит обращать внимание. Да, вот, что это око нам открывает, что этот наблюдатель нам несет. А здесь месть. То есть, если вам кто-то мстит, вы узнаете, кто мстит. Возможно, вам придется закрыть вопрос мести. Тоже, если вы все время пытаетесь кому-то отомстить. Поэтому здесь тогда замок на месть – это прощение. Услышите, да? То есть вам придется кого-то прощать. Ну, например, вы на кого-то обижены. Это не карта чувства вины, но она близка к четверке. Да, очень близка. Это как следствие ваше уже четверки. Это последующая карта после четверки. Как раз чувство вины предыдущее было. Возможно, может быть, вы связаны кармическим узлом с человеком, на которого обижены, и вам придется прощать. Ну, либо вам придется закрывать себя на замок от человека, который вам хочет отмстить. Соответственно, что вы будете делать? Правильно. Вот поставьте на паузу, как вы считаете, что вам надо будет сделать? Поставьте на паузу, подумайте. Вы сняли с паузы, вам будет нужно сделать непрогляд, то есть поставить замок на видение от человека, который хочет вам отмстить и не может от вас никак отвязаться. Особенно, если этот человек темный, и особенно, если он ведьмак или ведьма, ну, ведьма, допустим, да, больше. Ну, и, может быть, вы к этому несерьезно относились раньше, да, но тьма здесь рядом, будьте осторожны, да, то есть вот так. Ну, окей, давайте уточним, что это, как это, зачем это будет интересно, если выпадет еще дьявол, ну, или какая-нибудь страшная карта здесь, да. Ну, здесь карта не из самых приятных. О теме непрогляда нужно ли будет ставить? Возможно. Почему? Потому что девятка – это как бы саван. Мы накрываем, да, какой-то вопрос или открываем этот вопрос. Ну, соответственно, вам нужно будет действительно либо снимать с себя что-то темное, либо прятаться от чего-то темного, либо прощать обидчику, ну, либо защищаться от обидчика. Почему? Ну, потому что у вас девятка ведет к тупику. То есть этот вопрос в будущем вам рано или поздно, ну, скорее всего, уже скоро, скорее всего, рано, вам придется решить, потому что, ну, может быть, уже как бы затягивать с этим вопросом нельзя. Поэтому вы встретитесь скоро с обидчиком, с кармическим, ну, с участником кармического узла, с проблемным человеком, и будете решать этот вопрос. Ну, либо заочно, ну, либо очно. Как вы будете это решать, заочно или очно? Здесь можно как заочно, так и очно. Но решать придется, потому что месть – это как бы проявление уже, да, то есть это
проистекание процесса, вы от него не уйдете. Да? Ну, как бумеранг, может быть, вы будете чувствовать, что это нужно сделать. Ну, вот такой месседж. Окей, давайте дальше. Смотрите, что было, что есть, что будет. Что уходит, что приходит и чем сердце успокоится. Что уходит из вашей жизни? А уходит ускорение. То есть вам не нужно будет торопиться. Ну, и, может быть, вы теряете время. Имейте в виду, уходит время. Ускорение – это время, да, в аспекте. Но, может быть, вы будете замедляться. Да? То есть, скорее всего, не торопиться или что-то со временем связано. Давайте посмотрим, что за ускорение уходит. А если вы этот вопрос не решите, да, вот эти вот вопросы в прошлом, которые в прошлом, настоящем и будущем, а у вас проблемные все 3 карты, то вы еще сильнее можете запутаться. То есть вы замедляетесь в лабиринте и запутываетесь. Да? То есть это и символ разума всегда, и символ решения вопроса. Поэтому уходит скорость лабиринта. То есть чем дольше вы будете решать этот вопрос свой, тем дольше и больше вы будете заблуждаться, и тем сложнее вам будет выходить из сложной, запутанной ситуации. И этот лабиринт здесь еще раз напоминает нам о наличии кармического узла. Поэтому уходит скорость, то есть у вас появляется еще больше времени на развязание этого узла, но автоматически с появлением времени вы больше в нем застреваете в тупике. Понимаете, да? 9 здесь все портит очень сильно пока что. Окей, ну давайте посмотрим, в чем суть лабиринта. Это Минотавра еще не хватает, да, нам здесь? Ну, здесь лабиринт скорби, и вы все сильнее и сильнее застреваете вот в этой карте. А скорбь – это не самое хорошее, ну, как состояние энергетическое и место, где… Это не самое лучшее место, где можно застрять. Также я могу допустить, что вы рискуете застрять в мире ушедших или в прошлом. То есть вы рискуете упустить возможность. Услышьте. А с чем эта возможность связана? Это не обязательно кармические узлы и программы. Это может быть вам какое-то предложение, кто-то что-то предлагает, а вы упускаете эту возможность. Понимаете? Ну и давайте посмотрим, а с чем связана эта возможность у вас. А с чем связана эта возможность у вас? А возможность это у вас связана с богатством, деньгами и с тем, что вы не хотите отдавать. Или с чем вы не хотите расставаться, или то, что вам действительно дорого. Оно может быть и не сильно такое дорогое прямо, но вы это хотите получить. Это желанное или это желаемое вами. Скорее всего, это предмет. Может ли это быть человеком? Ну, например, отношениями. Ну, потенциально может. Но по этой карте вы заслуживаете еще большего. Поэтому вы упускаете возможность получить больше, получая меньше, например. Да? А что приходит в вашу жизнь? Давайте смотрите. Что приходит? Это уходит, это приходит. А вот видите, а приходит замедление. Ну, тут тогда все логично. Уходит ускорение, приходит замедление. Ну, давайте посмотрим, с чем связано замедление. То есть вы как будто бы стопоритесь. Ну, это карта остановки. Это карта остановки. Это карта зависания, это карта зависания. Да? Тут все о замедлении. Что-то должно остановиться. Что? Ага, нет, вот этот оракул у нас следующий. Что замедляется? А замедляется процесс избавления, очищения. Он замедляется, поэтому все-таки, знаете, как лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Так вот, здесь вот такая ситуация, когда с умным лучше потерять. То есть вам, ну, от чего-то вы будете, чем дальше, да, откладывать, тем больше вы будете застревать в какой-то серьезной проблеме. И решить эту серьезную проблему, он будет все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Поэтому чем раньше вы от нее избавляетесь, тем больше бонус вы получаете, по сути. Ну хорошо, от чего нужно избавляться или с чем связано избавление? И почему? Ну, замедление и избавление, да, вот так. С чем угодно. Здесь выпадает просто загадка, как таковая, кракен, да. То есть это опять какая-то тайна, да, или что угодно, да, или то, что мы еще не можем узнать. Ну, или то, что вы знаете, но вы это больше чувствуете интуицией. То есть вы сами можете знать, от чего вам будет тяжелее избавиться или проблематичнее избавиться, если вы сейчас этот вопрос не начнете решать. Но не обязательно это кармический узел, да, может это быть какой-то момент, ну, сугубо такой, ну,
ну, повседневный, да, бытовой. Окей, ну а давайте посмотрим, что же все-таки, от чего все-таки избавиться, да, будет тяжело, что вы чувствуете на бессознательном уровне. Но опять это, ну, это решимость, избавиться от решимости или от нерешимости. Это как бы согласиться и решиться, но это опять-таки обратная сторона нерешимость. Поэтому от чего будет, ну, избавиться тяжелее? От нерешимости. И, ну, как бы, по сути, у вас, знаете, как вы сейчас находитесь в этом раскладе, как перед коридором возможностей, с умным потерять, с дураком найти, или сесть в последний вагон, или воспользоваться последним лучшим предложением. Если вы эти предложения не примете сейчас, то, скорее всего, потеряете больше потом, да, и даже если вы сейчас проиграете, это не будет таким проигрышем, если вы не согласитесь на это. Такой вот месседж идет. А чем сердце успокоится? А сердце успокоится потоком. Возможно, потоком успокаивается сердце, когда вы в потоке с Алехандро слушаете расклады. И напишите мне, а успокаивается ли ваше сердце, когда вы в потоке смотрите со мной расклады. Давайте посмотрим, какой поток вам открывается. Ну, если вы как бы начинаете что-то решать. Вам нужно решить будет какой-то сложный вопрос, сложную задачу. Может быть, вы пока о ней еще даже и не знаете, потому что тайна все-таки выпадает. Приходит замедление тайны. Ну, тайна откроется все равно, но вам ее придется раскрывать. Приходит поток заклинаний в вашу жизнь. Ну, заклинание – это всегда декларация намерения. Да. Может быть, будет какой-то обряд. Может быть, будете шушукаться. Да, шушу идет поток. Будут разговоры, будут сплетни, могут быть мантры, могут быть заклинания, может быть колдовство, шепотки, наговор. Сердце успокоится магией, колдовством, заклинаниями, медитациями, общением, сплетнями. И это станет вам стражем. Знаете как? Это сохранит вас, ваше пространство. Например, вы будете делать непрогляд, и магия наговора и заговора поставит вам эту защиту. Понимаете? Либо вы сможете договориться с кем-то о защите. Но сердце успокоится именно магией заговора и защиты. Отлично, отлично. Ну и что придется защищать в ближайшем будущем? На охране чего вы должны оказаться или встать? Потому что здесь замок, например. А замок, он охранник. Вот. Ну и, может быть, вы будете общаться, ваше сердце успокоится общением с верным другом или голосом верного друга. Да? Общаться вы будете с покровителем или с человеком, который нуждается в помощи. Общаться вы будете по поводу богатства, работы, купли, продажи и регулирования финансового потока. Как материальным, ну, каким-то реальним способом, так і способом магічним. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.